Что делать, если хочется создать новый парик для куклы, но в вашей коллекции нет трессов нужных цветов? Профессиональные краски слишком дорогие, а ждать заказные трессы слишком долго. Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем экспериментировать с подручными красками. Для защиты рабочей поверхности я использую обычную канцелярскую папку. В качестве образцов у нас будут самодельные трессы из стопроцентной шерсти альпаки и стопроцентного акрила. Как сделать такие трессы, смотрите в моем предыдущем видео. И для чистоты эксперимента возьмем покупные нейлоновые трессы. Для окрашивания буду использовать обычные парикмахерские кисти. И защитные перчатки. Для начала посмотрим, что будет, если покрасить пряди обычной гуашью. Немного разбелю. Не забываю и про другую сторону. Попробую сделать градиент. Теперь масляная краска. Чтобы она не была такой густой, добавлю разбавителя для масляных красок. Его удобнее набирать через обычный шприц. И напоследок акриловая краска. При помощи белого цвета сделаю оттеночный градиент. Оставляю все это минут на 30. Посмотрим на результат. Сперва гуашь. Как видите, цвет довольно яркий. И даже немного виден градиент, как на шерсти, так и на акриле. А вот нейлон, как и ожидалось, почти не окрасился. Возьму белую бумажку и проверю, пачкаются ли пряди. Шерсть красится довольно сильно. Акрил хоть немного, но все же тоже красится. Ну а нейлон вообще не особо набрал краску, и пачкать ему нечем. Следующая масляная краска. Шерсть покрасилась довольно равномерно, однако никакого градиента не видно. А вот акриловые пряди покрылись какими-то пятнами. Меня действительно удивил результат масла на нейлоновых трессах. Посмотрите, какой плавный и нежный получился переход.
Конечно, цвета смешались, и от красного и синего остался только фиолетовый, но все же. Однако стоит заметить, что смывать масляную краску – это сущий кошмар. Но в конце концов трессы пачкаются еле заметно и при сильном нажиме. Акрил особо ничего не покрасил, только придал небольшой оттенок. И соответственно эти пряди пачкаться не будут. Вот такие получились трессы. Конечно, это не универсальное окрашивание, но мне всегда было интересно поэкспериментировать именно с этими красителями. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А если вы хотите, чтобы видео выходили чаще, рассмотрите возможность поддержать меня на Patreon. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!